Жизнь динозавров начиналась в скорлупе. Их яйца, покрытые прочной оболочкой, были удивительно малы по сравнению с размерами родителей. Даже самые огромные титаны Земли, завроподы, откладывали яйца не больше футбольного мяча. Но именно в этих скромных капсулах зарождались будущие властители планеты. Новорожденный тираннозавр был крошечным существом, всего с индейку по размеру. Его длинные ноги и острые зубы уже намекали на будущее, но путь к вершине пищевой цепи был долгим и опасным. Первые месяцы жизни малыши охотились на насекомых, ящериц и мелких млекопитающих. Они росли стремительно, увеличиваясь в несколько раз за считанные годы. Но именно это время было самым опасным. Юных тираннозавров могли убить даже взрослые хищники или другие тираннозавры. Ученые считают, что малыши держались группами, своего рода школами выживания, где совместная охота и защита давали шанс прожить дольше. Лишь немногие из тысяч новорожденных доживали до взрослого состояния, превращаясь в легендарных властителей позднего мела. Малыши трицератопсов появлялись на свет размером с теленка. Их рога были еще мягкими и крошечными, а огромный костяной воротник только намечался. Первые недели жизни они держались рядом с матерью и стадом, ведь без защиты взрослых шансов выжить почти не было. Они питались мягкой растительностью, молодой травой, листьями и папоротниками и росли стремительно. В стаде малыши находили безопасность. Десятки взрослых животных образовывали живой щит от хищников, таких как тираннозавр. Игры детенышей помогали им оттачивать навыки. Они бодались маленькими рогами, тренируясь к будущим поединкам. Лишь годы спустя их рога превращались в грозное оружие, а воротник становился щитом. Так беззащитный теленок постепенно превращался в одного из самых узнаваемых гигантов мелового периода – трицератопса. Не все динозавры бросали свое потомство. Некоторые заботились о нем как современные птицы. Маизавра, хорошая мать-ящерица, по праву получила свое имя. Ее малыши появлялись на свет беспомощными, со слабыми лапами, мягкими костями и беззащитными перед хищниками. Первые недели они даже не могли покидать гнездо. Мать заботливо приносила им свежие побеги и листья, пока детеныши набирали силу. Ученые находили окаменелые колонии гнезд, что говорит о том, что маизавры жили большими сообществами, где стаи взрослых охраняли молодняк. Малыши росли быстро и уже через несколько месяцев могли сами следовать за стадом, учась у старших искать пищу и чувствовать опасность. Внимание родителей и коллективная защита давали маизавровым детям гораздо больше шансов выжить, чем у многих других динозавров. Их история – редкий пример настоящей заботы в суровом мире мезозоя. Но у других видов детство было куда суровее. Детеныши завроподов, величайших гигантов мезозоя, рождались удивительно маленькими. Длиной всего около метра, при том, что их родители достигали 20 метров и более. Яйца откладывались сотнями, и поэтому шанс выжить у каждого малыша был невелик. С первых минут жизни детеныш покидал гнездо и должен был сам искать мягкую растительность, папоротники и листья. Родители не заботились о потомстве. Маленькие завроподы объединялись в стаи, образуя своеобразные детские сады. Вместе они защищались от хищников и росли стремительно, за несколько лет увеличиваясь в десятки раз. Но лишь немногие из тысяч малышей доживали до взрослого возраста, превращаясь в настоящих гигантов, чьи шаги сотрясали землю. Иногда малыши объединялись в группы, своеобразные детские сады. Вместе они были сильнее. Десятки маленьких тел двигались единым ритмом, сбивая с толку хищников. Коллективное выживание – древняя стратегия, которая до сих пор встречается у птиц и млекопитающих.
Детеныши овирапторов появлялись на свет в гнездах, заботливо высиженных родителями. В отличие от многих других динозавров, овирапторы обогревали кладку своим телом, распростертыми крыльями, укрывая яйца от холода и врагов. Малыши рождались с мягким пухом, легкими, подвижными и уже достаточно крепкими, чтобы покинуть гнездо через несколько дней. Но даже под крылом матери малыши не были в безопасности. Яйца и новорожденных подстерегали враги. Троодоны и другие хищники наблюдали за гнездами, выжидая момент, когда родители отойдут. Одна атака, и целое потомство исчезало в одно мгновение. Первые шаги юных овирапторов сопровождались тихими сигналами к родителям, писком, похожим на птичий. Питались они, вероятно, насекомыми, семенами и мягкой растительностью. С ранних месяцев они жили бок о бок со взрослыми, учились находить пищу и прятаться от хищников. Постепенно крошечные создания с клювами и когтистыми лапами превращались в быстрых, ловких существ. Тех самых овирапторов, чья жизнь навсегда связала динозавров и птиц. Детеныши птерозавров появлялись из яиц размером с куриные, зарытых в песок или почву. Но в отличие от многих динозавров, они рождались почти полностью сформированными. Их кости были легкими, крылья развиты, и, вероятно, они могли летать уже в первые дни жизни. Такие малыши, так называемые суперптенцы, не ждали заботы родителей. Они сразу поднимались в воздух, учились планировать над водой и охотились на насекомых или мелкую рыбу. Однако ранняя самостоятельность имела цену. Детеныши становились легкой добычей для хищников. Лишь немногие из них переживали первые годы. Но те, кто выживал, превращались в величественных властителей неба. От крошечных птеродактилей до гигантских аждархид, чьи крылья простирались шире автобуса. Детеныши мозазавров рождались прямо в море. Самки рожали живых малышей, как современные киты. Их первые вздохи сопровождались всплытием к поверхности, где они хватали воздух легкими. Сразу после рождения маленькие мозазавры были длиной всего около метра, но обладали зубами и плавниками, готовыми к охоте. Они питались рыбой, кальмарами и другими мелкими обитателями моря. Опасности подстерегали повсюду. Акулы, хищные рыбы и даже взрослые мозазавры могли стать угрозой. Малыши держались мелководий, где можно было спрятаться среди кораллов и скал. Росли они стремительно, превращаясь в грозных морских драконов длиной более 10 метров. Но их путь к могуществу начинался с первых взмахов хвоста в безбрежном океане, полном опасностей и чудес. Детеныши плеозавров появлялись на свет прямо в воде, подобно ихтиозаврам и мозазаврам. Самки рожали живых малышей, и уже в первые минуты те начинали плавать, делая первые взмахи мощными ластами. Новорожденные были длиной всего несколько десятков сантиметров, но обладали теми же признаками, что и взрослые. Длинными челюстями с острыми зубами и сильными конечностями. Их добычей становились мелкие рыбы и кальмары. Но детство в океане Мезозоя было смертельно опасным. Акулы, хищные рыбы и даже взрослые плеозавры могли напасть на молодняк. Чтобы выжить, малыши держались в мелководье, где было больше укрытий. Только немногие из них доживали до зрелости, превращаясь в морских чудовищ длиной более 10 метров. Грозных повелителей доисторических морей. Ихтиозавры, древние морские дельфины, рожали живых детенышей прямо в океане. Самка выводила малыша хвостом вперед, чтобы он не захлебнулся. И уже через мгновение тот всплывал на поверхность за первым вздохом. Новорожденные были миниатюрными копиями взрослых, с длинной мордой, полой внутри для легкости и мощным хвостовым плавником. Они сразу умели плавать.
и держались рядом с матерью, которая помогала им в первые дни. Питались детеныши мелкой рыбой и кальмарами, постепенно совершенствуя охотничьи навыки. Но океан был полон опасностей. Акулы, плезиозавры и более крупные ихтиозавры угрожали малышам. Выжившие росли стремительно и уже через несколько лет превращались в стремительных и изящных хищников, настоящих властителей морей юрского и мелового периодов. Детеныши спинозавров появлялись на свет значительно меньше своих огромных родителей, но уже с первых дней имели длинные морды с острыми зубами и плавательные лапы. Считается, что самка могла откладывать яйца в укромных местах у воды, а малыши после вылупления сразу тянулись к рекам и лагунам. Первые месяцы они охотились на мелкую рыбу и водных беспозвоночных. Их жизнь проходила среди зарослей мангров и болот, где они учились плавать и затаиваться в воде. Но опасностей было немало. На малышей охотились крокодиломорфы, другие динозавры и даже взрослые спинозавры. Рост у них был быстрым. За несколько лет маленький рыболов превращался в грозного гиганта с парусом на спине, уникального хищника, владевшего и сушей, и водой. Саркозух – гигантский суперкрокодил мелового периода, достигал длины более 10 метров, но его детеныши рождались крошечными, всего несколько десятков сантиметров в длину. Самка откладывала яйца в песчаных гнездах у воды, и спустя недели из скорлупы вылуплялись малыши с уже готовыми зубастыми челюстями. Первые месяцы они питались насекомыми, лягушками и мелкой рыбой. Детеныши держались в мелководье, где можно было прятаться среди растений. Но даже там им грозила опасность. Хищные рыбы, динозавры и даже взрослые саркозухи могли напасть на молодняк. Лишь немногие выживали, и с каждым годом они становились все крупнее и сильнее. Те, кому удавалось достичь зрелости, превращались в одних из самых страшных хищников древних рек. Настоящих повелителей пресноводных экосистем. В стаде малыши учились всему: как держаться рядом, как переходить реки, как реагировать на опасность. Их жизнь была школой выживания, где цена ошибки была слишком велика. Рост был стремительным. За несколько лет малыши увеличивались в десятки раз. Тираннозавр из слабого малыша превращался в машину разрушения. Цератопсы обретали мощные рога, а завроподы – шеи, тянувшиеся к небесам. Мир малышей быстро сменялся миром гигантов. Сегодня от детства динозавров остались лишь отпечатки лап, гнезда и окаменевшие кости. Но они рассказывают историю, которая удивляет нас снова и снова. За зубастыми чудовищами и колоссами прошлого скрывался трогательный мир малышей. Мир, где жизнь начиналась с писка и хрупкой скорлупы. Мир детей динозавров. Ставьте палец вверх за видео и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от Реальное Нереальное.